Что-нибудь слышали про пейзаж, эту абстрактную фотографию? Никакой теории, только практика. Для макро в том числе фотографий. Ну а практика это все. Невообразимая красота. Просто царство. Друзья, у нас идет снег, поэтому я срочно выдвигаюсь. Меня зовут Фавионыч, но там будет потом потепление, поэтому мне нужно пересечь 2 речки, чтобы найти абстрактную фотографию. Друзья, для того, чтобы это сделать, нам нужно углубиться в лес. Пока снег не закончился, мы с вами будем углубляться. Ну и расширим горизонты пейзажной фотографии. Что же такое абстрактная фотография, друзья? Пейзажная в данном случае. Какие инструменты нужны для того, чтобы заниматься ей? Кто из фотографов работает в этом жанре? Ну и почему нам нужно найти несколько интересных вещей. Мы будем искать снег в зимнем лесу, воду на незамерзшей речке, паттерны, деревья и будем искать ветки, друзья. Вот все, что сегодня будем делать. Ну, если нам попадутся животные, у меня для них специальный сюрприз есть. Я надеюсь, не такие животные, а побольше, покрупнее. О, привет. Тебя как зовут? Барсик. Все идут в лес за абстрактной фотографией. Как вы видите, друзья, условия как раз располагают такой фотографии. И что же является основными техническими требованиями для того, чтобы заниматься таким видом фотографии? Первое, что я вам скажу, друзья, это наличие камеры, фотоаппарата, телефона, камеры. Но лучше всего, конечно, полноценной цифровой камеры или пленочной. Второе, если вы хотите делать на длинных выдержках какие-то композиции, то вам необходим штатив. Ну и самое главное, что вам потребуется, друзья, это поиски неизведанного. Снег валит и валит, поэтому в моем случае хорошо бы иметь вот такой капюшон. Фавионыч смешон. Не только микрофон, на Sigma Favion. В таких случаях может понадобиться еще один интересный предмет. Это вот такой видоискатель. Вот такой советский видоискатель на 85 поможет мне вглядываться вокруг и искать эти паттерны абстрактной фотографии, которые мы с вами ищем. А вот, кстати, один из них, мы уже его снимали, но за время нашего путешествия снега, видите, выпало больше, и он никуда не делся. Видите, что указатели показывают, что река поворачивает налево. Нужен видоискатель, чтобы более четко фокусироваться. Обязательно наличие бленды, о котором я говорил. Ну и штатив. И мы начнем с вами вот с этого сюжета, где я попытался сделать и вертикали, и горизонтали снимки на длинных выдержках. Мой штатив готов. Я вам покажу сейчас то, на что вы должны обращать внимание в лесу. Необычные какие-то деревья. Но мы не только будем деревья сегодня снимать. Вам необходимо близко от себя держать камеру, потому что если вы завидите какого-то животного необычного или какой-то ракурс необычный с человеком, то вам нужно успеть быстро достать камеру. Но этого недостаточно. Нужно отключить отсрочку, друзья. Поэтому у меня так часто бывало, я думаю, что у вас тоже бывало. Отсрочку не выключили, и все, кадр убежал. Друзья, многие из вас решат, что в зимнем лесу никаких цветов нету, никакого цвета. Но это не так, друзья. Примером тому, например, вот эти замечательные деревья. Это не сосна, друзья. Это с шишками. Угадывайте. Вы знаете, что это за дерево? Это большая ольха. Видите, какая многочисленная. Поворот реки. И она начинает оттаивать. В этой части леса я не был. Попробуем найти что-то новое абсолютно. Друзья, кто-то кругами бегал, очерчивал. Запишите в комментариях, что вы там нашли. Итак, друзья. Что же нам нужно искать для абстрактной фотографии? Как вы понимаете, мы ищем какие-то необычные формы. И в первую очередь это формы. И свет, и цвет. Это тоже имеет значение. В белом лесу, в черно-белом лесу мы попробуем найти что-то красное. Это могут быть ягоды. Здесь достаточно много калины. Вокруг она растет. Может даже листья какие-то. Ну, ограничений никаких нет. Все на ваш вкус. Друзья, я решил подснять пока вертикальные кадры, пока мы до абстракта еще не добрались. Мне показалось это интересным. Поворот реки, поворот дерева. Я установил фотоаппарат
вот в такое положение. Нашел сюжет интересный. Выдержка у меня четверть секунды, я на 16 закрылся. Но у меня с собой есть еще черный фильтр, поэтому я еще могу закрыться, если мне потребуется более длинная выдержка. На 1/9 точнее. Вот как это выглядит. Друзья, я все-таки надеваю, или не одеваю, надеваю черный фильтр, потому что хочу более длинную выдержку сделать. Для чего, друзья? Конечно, для того, чтобы зафиксировать снег, который здесь валит. Я нашел паттерны, нашел цвет, который мне подходит. Осталось только выбрать ракурсы. Здесь ракурсов достаточно много. Пересечение деревьев. Но, в общем, каждый сам что думает. Я посчитал все-таки передать глубину интересней. Друзья, у меня получилось. Я сделал вертикально, горизонтально. Здесь еще грибочки есть, можно попробовать подснять. Ну, в общем, iPhone вам в помощь для поисков ракурсов в том числе. Друзья, настал мой час углубиться в чащу. И первое место, куда я хочу залезть, это вот эта арка, в которую мы сейчас с вами полезем. Следов здесь никаких нет, кроме животных, но следы абстрактной фотографии здесь я обнаружил. Поэтому мы сейчас зайдем сюда, заодно вы посмотрите, какие условия здесь. Пойдем по следам. И вот, кстати, зайдя, уже сразу я обнаружил сюжет для абстрактной фотографии. Смотрите, друзья, я не буду подходить ближе. Это зеленый цвет листа. Его можно найти сейчас какую-то тень и сделать абсолютный минимализм. Можно использовать вот эту кочку, можно использовать следы. Посмотрите, друзья, какая здесь красота. Я снял черный фильтр, поменял батарейку, у меня она села. И пока я все это делал, снял штатив. Кстати, мы снимаем все с рук сейчас. Это для тех, кто думает, что только со штатива можно снять. И пока я здесь менял штатив, мой боковое зрение, а вы знаете, боковое зрение очень чуткое, уловило очень интересный паттерн. Я боюсь уронить камеру. Сейчас я вам покажу, чтобы туда пока не подходить. Я думаю, что вы видите уже. Вот там рябина. Для того, чтобы снять это, друзья, я сделал несколько ракурсов, в том числе с нижней точки, которую сейчас снимаю. Поэтому мне пришлось обязательно фокусироваться вручную на ягоду, чтобы точно попасть. Вы видите все показатели. Плюс я снял... Хорошо, что у меня штатив раскладывается по углам. И, кстати, отсюда, видите, углубляешься, когда видишь какие-то новые ракурсы. Ты можешь обнаружить вот этот хмель, который сейчас весь в лесу. Пень здесь интересный тоже есть. Ну, посмотрим. Основное место, от которого я снимал, видите, как все утоптано. Это вот отсюда. Я хотел сделать такой минималистический кадр. С разных ракурсов посмотрел. С верхней части, сбоку, с нижней. Ну и макро. Обязательно макро можно сделать. Хорошо, что здесь белый фон есть, поэтому можно сделать такой макро-арт. Мы находимся с вами в зимнем лесу, где продолжаем цикл с пейзажной фотографией. Но сегодня тема абстрактная фотография. И благодарность. Лес всегда помогает нам. Я нашел все-таки некоторые вещи и для макро, в том числе фотографий. Вкусная. Вы даже не представляете, какая. Птички тоже голодные, тоже хотят есть. Друзья, даже если вам кажется, что зимний лес, он мертвый. Нет, это не так, друзья. Он абсолютно живой. И вокруг, кругом находятся различные живые существа. Их множество. И они могут составлять вашу фотографию, в том числе и фотографию макро. Вы это слышите, друзья? Она рядом со мной. Я ее не вижу, она меня видит. Друзья, мы с вами находимся около гигантского дерева. Я сейчас покажу его размеры. Невообразимых размеров. Такое же дерево, как то, что я снимал с дрона. И что с того, грубо говоря? Стоит вам только углубиться в лес, друзья, и вы попадаете в царство пейзажной фотографии. В снегу все видно, друзья. Видите, не успела упасть моя штучка. У меня есть специальное средство Lens-Pen, которое... Все замерзло, линзы замерзли. Я ляской прочищал сейчас. Но место здесь, конечно, места здесь шикарные, друзья. Просто шикарные.
Вот такой сегодня у нас поход с вами, друзья. Я призываю вас, конечно, подписаться и распространять это видео для тех, кто действительно интересуется красивой пейзажной фотографией. Куда ни клюнь, куда ни глянь, везде можно обнаружить красивые ракурсы. Эта птица меня преследует. Ну вот дерево, друзья. Опять у меня запотела камера. И если его сейчас сделать на фоне чистого неба, то можно получить минимализм. Вполне себе такой прикольный. Друзья, можно использовать штатив как монопод. Сейчас идет сильный снег. И я нашел сюжет вот такой. Для съемки дерева, для съемки камыша. И видите, контровой свет сейчас сзади меня за этим деревом. Поэтому вполне вероятно найти интересные сюжеты для абстрактной фотографии. Вместе с Файонычем. Идет фигура, друзья. Самое время снимать. Встретил путешественников, которые тоже интересуются фотографией. Что-нибудь слышали про пейзаж, эту абстрактную фотографию? Абстрактная фотография особо... Пейзажную, да. Да. Абстрактную нет. Что-то такое за гранью. Считывается, что Да, именно считывается. интересно. Да. Вот где Да я все хотел до нее дойти и никак не могу дойти. Искал, где открытая вода, сейчас открытой водой фотографии. Вот, может быть, вот из-под дерева я вот там фотографирую, там Да? красиво бывает перекатик такой, но лучше не там идти, а по берегу. Тут разрушенная плотина бобровая, они, по-моему, построили новую еще выше по течению, но около этой плотины всегда бывает мокро. Лыжники рискуют проходить, но вообще там вот такой маленький перекат есть с чистой водой, очень красиво. По речке лучше не ходить. Как Меня вас зовут? зовут Анна. Да, я очень люблю. Жительница? Жительница, местная жительница. Давно уже здесь живу. Да. Собаке уже 12 лет. Вот она мой тут верный спутник. Кого-нибудь По нашла уже прогулкам. сегодня? Нет, сегодня ничего не нашла. Не нашла? Сегодня все носом искала в снегу, но такой глубокий снег. Вообще животным сейчас сложно, потому что и птицам хищным тяжело. Ну я вот найти сейчас залез какую-то- туда, там калина, поел калины даже. Ну да, но Висит калину уже не- замерзшая. калину не все едят, да. Вот тут мы подкармливаем, вот ходим с мешочком, с семечками подкармливаем. Это вот эти Да, на деревьях такие да, кормушки да, сделаны. Да. Георгий, да? Да, Георгий Слепов. Да. Вот, И группа? и группа «Блистатель Лик Земли». Это моя группа. Лично я могу выкладывать свои фотографии о животных. Я нашел открытую воду. На остатках ячеек разряженных батарей я сделал 2 кадра. Заодно повстречал интересных людей. Но здесь реально опасно ходить. Открытая вода, если вы посмотрите, вы увидите. Она действительно открытая, но она не жаркая, хотя я в адидасах специальных, но я все-таки решил возвращаться, потому что батареи все у меня сели. Благодарность этому лесу, который подарил нам столько замечательных минут, мгновений. Я оставляю вот это. Здесь лоси есть, ну и разные другие животные, поэтому уверен, что кому-нибудь пригодится. Что же мы выяснили за наш поход, касающийся пейзажной и, в частности, арт-фотографии? Что нам потребовалось? Штатив, бленда, фильтр. Но самое главное — желание, друзья. Обязательным условием для того, чтобы заниматься пейзажной фотографией, нужна мотивация. И для мотивации я делаю свой канал. Для тех молодых фотографов, которые хотят заниматься пейзажной фотографией. Или начать хотя бы с нее. Поэтому у меня открыта школа. Вы можете записаться и вместе со мной практическими занятиями, никакой теории, только практика. Ну а практика — это все. Ну вот я добрался, друзья. Да, нехилое было сегодня путешествие, друзья. Но я надеюсь, что вы оцените мой непосильный труд. На сегодня это с вами все. С вами был Файоныч. Пока.